Как вы знаете, мы разрабатываем инвестиционные стратегии, и основным принципом их использования является безопасность для наших клиентов. То есть наши клиенты не могут потерпеть убыток при их использовании. Как это работает? Наши клиенты открывают на свое имя инвестиционные счета. Нам, в принципе, без разницы, где это может быть: в России, в Казахстане, в Великобритании, в любой инвестиционной компании. И на свое имя, естественно, переводят туда деньги, пользуются нашей стратегией, то есть получают информацию о том, когда покупать те или иные акции или ценные бумаги и когда их продавать, сколько, какие именно. Все это передается по закрытым информационным каналам. При этом надо понимать, что если по истечению договорного периода наш клиент по каким-то обстоятельствам получит убыток, то этот убыток нами будет компенсирован. Хотя пока еще за 10 лет существования нашей компании таких убытков ни у кого не было. Клиент никуда не передает свои деньги. Все деньги находятся на его имя, на его инвестиционном счете. При этом все ценные бумаги, которые покупаются, тоже оформлены на его имя и находятся на хранении в депозитариях бирж на имя этого клиента. Что интересно, что у нас получается добиваться очень хорошей доходности. Это 15, 20, 25% годовых в долларах США. При этом доллары мы используем не потому, что они нам нравятся, и не потому, что мы как-то там любим эту валюту, а потому что просто все товары, которые мы используем, а также акции, ценные бумаги, в основном это все имитируется в долларах США и российскими компаниями, и компаниями зарубежными. И вообще по статистике 51% мировой торговли и финансовых инструментов в мире — это доллар США. Только поэтому мы измеряем именно в этой валюте. А, конечно, свой реальный капитал клиент может исчислять в любой валюте, как ему нравится. Такими нашими клиентами могут быть как юридические лица, так и физические из разных стран: из России, из Европы, из Китая, из Азии, из Африки. Мы открыты ко всем клиентам. И, конечно, характерно то, что мы заключаем два договора, чего обычно нету на рынке. Мы заключаем как договор на передачу наших торговых сигналов, то есть информации в соответствии с нашими стратегиями, которые наши аналитики разрабатывают, так и мы заключаем договор гарантии от имени IFC Limited с нашими клиентами. При этом все эти договоры гарантии, они подкрепляются нашим, естественно, уставным капиталом, который составляет 50 миллионов акций по номинальной стоимости $1. Да, сейчас они торгуются, эти акции, уже даже и по $5. Нашими инвестиционными стратегиями можно воспользоваться даже в таких компаниях, допустим, как инвестиционные подразделения Сбербанка или ВТБ, или самые известные российские компании, там БКС. Для этого достаточно просто открыть инвестиционный счет, получить статус квалифицированного инвестора, выйти на международные биржи, да, и получать от нас информацию, заключить с нами договор гарантии на риски и получать свой доход. При работе с нами наши клиенты могут использовать еще дополнительные возможности. Тот договор, про который я говорил, он называется Velmax Elite. С нами можно еще заключать договор Velmax Premium. Это тогда, когда инвестирование происходит через нашу компанию. Часть клиентов выбирает такие варианты, потому что им так удобнее. Да, гарантии по договору Velmax Premium точно такие же, как по договору Velmax Elite. То есть даже если наши стратегии не сработают, пока такого не было, мы будем компенсировать нашим клиентам такие финансовые потери, которые были связаны с таким инвестированием. Также нами был сделан еще дополнительный вариант, был зарегистрирован паевой инвестиционный фонд в Панаме.
который можно использовать в качестве инвестиционного инструмента, то есть покупать его ценные бумаги, паи, с превосходным, первоклассным, я бы сказал, даже аудитором. И такие паи отражаются на инвестиционных счетах. При обращении к нам в офис или к нашим консультантам мы можем рассказать, как это делать. Для многих клиентов, опять же, это удобнее, чтобы не совершать самим сделки, не нести брокерских комиссий. То есть вот такой паевой инвестиционный фонд, он освобождает нашего клиента от уплаты комиссий, в том числе от уплаты несвоевременно налогов в той или иной юрисдикции. И для многих-многих клиентов это становится намного более выгодней, чем использовать собственный инвестиционный счет. Вы знаете, вообще наш договор Velmax Elite и стратегии инвестирования, и те продукты к инвестированию, то, что мы предлагаем, они вообще больше основаны на то, как действует элита и то, как она инвестирует. Есть стандартные способы инвестирования, допустим, в развивающихся странах, как Россия, Китай, Бразилия, Казахстан. Это в основном недвижимость, это банковский депозит, это собственный бизнес. Но сейчас в этих странах такая ситуация, которая не позволяет получать достойный доход. 5 лет назад купленная недвижимость в долларах США стоит практически в 2 раза дешевле, чем тогда стоила. Собственный бизнес может быть не всегда уже суперприбыльным, да, и инвестиции в собственный бизнес – это дополнительные риски для капитала, а банковский депозит в реальности не оправдывает реальную инфляцию, которая есть. Поэтому мы предложили такие стратегии, которые, с одной стороны, несут гарантии для наших клиентов, а с другой делают повышенную доходность. Вообще в таких развивающихся странах очень мало опыта по передаче из поколения в поколение инвестиций, ценных бумаг. Почему? Да? Потому что в таких странах обычно лет 25, 40, 30 назад произошли какие-то кардинальные изменения, произошла или смена какого-то конституционного строя, да, или парадигмы экономической, как это, допустим, на территории бывшего Советского Союза произошло. Поэтому здесь сейчас не очень популярны эти инструменты, но они набирают популярность в связи с тем, что основные три — недвижимость, банковский депозит и собственный бизнес — теряют как раз доходность, теряют маржинальность, и люди обращаются к каким-то другим вариантам. Но я хотел отметить еще и то, что в развитых странах, как я говорил, вот этот поколенческий опыт, он сформировался ведь не за 10 или не за 20 лет, да, и мы сейчас как раз проходим тот период, когда у нас первый раз, допустим, в России, да, и идет передача активов, в частности недвижимости, от одного поколения к другому. 25 лет прошло, когда можно стало покупать недвижимость, да, и вот это актив. В США, в Великобритании существуют семьи, которые 150 лет, допустим, владеют акциями General Electric и передают их из поколения в поколение. Просто нам, к сожалению, наши бабушки, дедушки, у них такая жизнь вышла, да, сложная, не передали ничего, кроме библиотеки, книг, да, и, допустим, там, серебряных или золотых ложечек. Вы знаете, я вообще считаю, что мы обязаны научиться инвестировать даже не ради себя, не ради нашего капитала или состояния, а ради того, чтобы передать этот опыт своим будущим поколениям. То есть каждый человек должен обладать возможностью инвестировать и понимать, что если падает нефть в цене, да, то, возможно, и упадет акции каких-то нефтяных компаний. Да, если нефть растет, то, возможно, будет укрепляться какая-то национальная валюта, связанная с нефтью и так далее. Вот этот опыт, который нужен для того, чтобы сейчас жить в современном мире, да, потому что ведь что произошло вот в недавнем прошлом? Нефти стали больше добывать в Соединенных Штатах Америки, да, а курсы валют и жизнь стали хуже в России и Казахстане. Поэтому мы предлагаем такой способ инвестирования, который является надежным,
является доходным и является безрисковым. Все это выбирают наши клиенты и, в общем, довольны уже 11-й год. Вы знаете, мы общаемся со многими людьми. Так вот, некоторые говорят, что, вы знаете, я, наверное, буду инвестировать попозже, когда накоплю. Я всегда вспоминаю фразу Джона Рокфеллера, который говорил так: если вы хотите создать капитал, вам нужно инвестировать. Но если у вас вообще нет денег, вам нужно инвестировать срочно, прямо сейчас. Хочу пожелать всем удачи, успеха в инвестициях и, конечно, получить опыт, который нужно и необходимо передать следующим поколениям. Удачи и хорошей жизни!